Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В данном видео хочу показать 3 основных узора, которыми пользуюсь при обвязывании каната шпагатом. Использую я их в разных изделиях, будь то корзины, сумочки, коврики, подставки, все что угодно. Эти узоры очень похожи, но в то же время они разные. Они дают разную фактуру, внешний вид изделию, а также принципиально по-разному провязываются. Расскажу все моменты и тонкости, подробно разберем все узоры. Для наглядности я остановилась на 8-миллиметровом канате и шпагате 2 миллиметра. Буду вязать в одну нить. Вот такой вот халва, размер М. Все необходимые ссылки на интересные для вас видео, на все изделия из джута, а также на приобретение данных материалов я оставляю в инфобоксе под этим видео. Приступим. Небольшой момент для вашего удобства. Клубок или моток пряжи у меня установлен с помощью обычной деревянной шпажки в корзину подходящего диаметра. Ссылку на изготовление такой корзины я оставляю для вас сейчас здесь. Это удобно, так как нить плоская, представляет собой ленту джутовую. Она подматывается и поступает в вязание не перекручена, что сказывается, конечно, на внешнем виде вязаного полотна. Итак, начнем с первого узора. Он самый простой и часто используемый мной. Во многих мастер-классах я вяжу именно им. Он простой. Крючок номер 5 я использую для его вязания. При вязании обвязки каната по кромке образуется коса, которая состоит из 2 дужек, задней и передней. Ввожу крючок я при вязании этого узора в обе дужки кромочной косы. Обратите внимание. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю столбик. Высота столбика и с лица, и с изнанки одинаковая, чтобы следующая коса кромки смотрела ровно вверх. И так продолжаю обвязывать канат. Он уходит в полотно. Слежу за подачей нити натяжению. Не вытягиваю кромочную косу. На протяжении всего обвязывания она должна быть одного размера. И продолжаю вязать столбик за столбиком, ряд за рядом. Если я не меняю натяжение нити вязания, не меняю размера столбиков и кромочной косы, то есть не вытягиваю вот эту петлю, то изделие получается ровным на протяжении всех рядов одинаковым. Итак, продолжаю вязать. Получается такой рисунок. Своеобразные галочки образуются, которые выходят из перемычки между столбиками предыдущего ряда. Этот узор имеет небольшой наклон. Он простой самый и оптимальный. Для многих изделий он подходит как в одну нить, так и в 2. Я вяжу этим узором. Следующий узор галочка в раскол. Он очень похож на предыдущий, только каждая последующая галочка следующего ряда выходит ровно из галочки предыдущего ряда. То есть узор не имеет наклона. Галочка идет над галочкой, смотрится он аккуратней, но и в провязывании немножко сложнее. Для этого узора я беру более тонкий крючок номер 4, потому что его головка более острая. Мне нужно проходить центр галочки предыдущего ряда, прокалывать столбик с лица по центру и выходить с изнанки тоже с центра, между 2 нитей одного столбика. Это важно для этого узора. Протягиваю, также слежу за кромочной косой, за натяжением нити и прокалываю следующую галочку. Этот узор гораздо более плотный и крепкий, но и вязать его немного сложнее. Важным моментом при вязании любого узора является то, что нельзя тянуть канат из уже связанного полотна. Канат ложится ровными рядами.
Столбик обхватывает канат на одинаковую высоту и с лица, и с изнанки. Кромочная коса смотрит ровно вверх. Если я сейчас начну подтягивать, подравнивать канат, стенки по итогу изделия станут кривыми. Итак, я продолжаю ввязывать. Узор получается очень ровный и плотный. Вот так он смотрится. Обратите внимание, одинаково ложится канат, то есть видно выпуклые ряды круглого каната, полукругом они ложатся, и с лица и с изнанки одинаковые. Следующий узор отличается более ровным полотном с лица. Обратите внимание, нет от ряда к ряду бугорка, характеризующие, повторяющие форму каната. А более выпуклая часть каната оказывается на изнанке. Итак, этот узор вяжется тоже крючком номер 4 из-за более острой головки, потому что здесь мне нужно проколоть галочку, но оставить переднюю полупетлю кромочной косы на лице, образуя вот такие дорожки между рядами. То есть крючок проходит ровно туда, куда уходят две дужки косы следующие, то есть вот сюда, сюда и сюда. С лица это выглядит вот так, с изнанки обязательно я выхожу, подхватывая вот эту перемычку, то есть петлю предыдущего ряда. Возвращаю крючок, прокалываю намеченное место и провязываю точно так же самые простые столбики, обхватывая канат одинаково и с лица, и с изнанки. Обращаю ваше внимание еще раз. Мне нужно ввести крючок в то место, куда уходят обе дужки, следующей за этой петлей кромочной косой. Вот, прокалываю. С изнанки крючок выходит у меня между двумя дужками одного столбика, и перемычка тоже захватывается. Этот узор вяжется тоже немножко посложнее и потуже первого. Вот так он выглядит. Вот такой небольшой обзор 3 узоров. Эти узоры подойдут для любых изделий, представленных на моем канале, где я ввязываю канат шпагатом. Сумочки, корзины, все схемы донышек, круглых, овальных, квадратных, пересчитывать и изменять под разные узоры не нужно. Вот этот более простой, более легкий, но и стенки по его вязанию более мягкие. Чтобы уплотнить стенки, можно вязать шпагатом в 2 нити или использовать небольшие хитрости. С помощью клея ПВА можно зафиксировать и уплотнить стенки любого изделия. Здесь для вас оставляю ссылку на видео по накрахмаливанию либо вот проклеиванию стенок и придание им формы. Это более плотный узор, как в 1 и в 2 нити. Он более будет жесткий и придаст каркасности вашему изделию. Эти 2 узора примерно идентичны по плотности стенок. Итак, я повторюсь, все необходимые ссылки на все мастер-классы, а также на производителя данной пряжи и свой промокод на скидку на ее приобретение я оставляю в инфобоксе под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!